Почти всегда я пью в пакетиках. Ну да, Саша там, конечно, заваривает. Представляете, как я обесцениваю тайваньский чай с конкурсами Big Active. Это 150 грамм этого тайваньского чая может стоить выше 100 злотых уж точно. В польских магазинах может стоить 50 грамм 150 злотых. Кто из Беларуси тут никогда в жизни не перепутает вот этот лидский квас? Як-то далеко. Як-то далеко, но... Поехал в Да, Беларусь да, и кайфовал от кваса. Каждый день его пил. Как его захейтили, что он хвалил. Я очень пожалела, что нет такого цвета, как сам чупсик. Поиски закончились в аутлете. Такой для дизайнеров, для видеографов, как мы. То, что мы. Он обошелся в 2500. Нет долларов. И в итоге у меня сейчас уже в 4 банках есть счета. Не запутайся. Ну, я слежу. Там, конечно, везде свои условия. Банки тебя заблокируют, думаешь? Распаковочки наши любимые. Не слишком ли часто, но неважно. Саша говорит часто. Ну, зимой особо нечего показывать, наверное. Снимаем, все снимаем. Есть приоритет. Приоритеты? Ну, любую. Ну, давай вот эту. Ну, с большой, наверное. Давай с большой. Ну, это известная фирма. Промени солнца. А что вот есть. странно запаковали? Значит, мы уже не первый раз заказываем у них, у этих променей солнца, мы у них заказываем часто каши Саша себе заказывала, какие-то сухофрукты, промені сонця. Так вельми, як то виглядає, але то не є улотка. О! О! Так, ну и показывай. Нос пришел. Тут, ну, у них классные в целом продукты, упаковка. Ну и в целом цены тоже хорошие. Я давно с ними. Такие, ну, видно, даже довольно качественные. Маленькие, наверное. Маленькие, я думала, будут больше. Как вы понимаете, что это тыквенные семечки. Их очень классно добавлять в салаты. Да и мы сами, честно говоря, Они поджункиваем. полезные же. Да. Сами по себе. Мы любим их ну, просто кушать. Вкусно. Дальше. О, вот это вообще хорошо. Это в Польше это называется волоский орех. Это вот прикол. Но это получается итальянский орех. А у нас как бы всю жизнь он назывался греческим орехом. Зависит, откуда пришли. Но прикольно, что они у нас на оседле растут тоже. Да, чуть-чуть поджирать. Представляете, мы как увидели, они у нас растут на оседле и ну, падают на землю. И Чупи там гуляет себе, гуляет, ходит. И хоп, в рот, ну, вот этот вот кругляшок взял, скорлупку. Как хомяк потом да, ходит. Да, как хомяк ходит, их прячет за щеку, так смешно. Но оказывается, такие орехи нельзя собакам. Конечно, мы отбираем, потому что я думала, эту шкарлупку собака своими зубами не даст рады разгрызть. Ну, не, пару еще раз. как. Угу. Ну, такое нельзя собакам. Мы отбирали уже дальше. Давай, следующее что? Это что? Столько пользы. Ну, тут она с сахаром, конечно, журавлина. А, это журавлина с сахаром. Но в добавки, в чай, Но в она кашу, классная, да. куда угодно. Я хочу в чай. Ну, везде будем добавлять. О, он такой тяжелый, тут килограмм. Да, тут кило. Но ты заказал. Зачем килограмм? Может, надо было Наверное, меньше? не было. Ага. Ну, да и мы ее везде можем добавлять. А тебя куда можно добавлять? Шоколадная паста. Посмотрите, все ему надо. Каждую ягодку понюхать. Носик этот. Таджикистан. Ой, какая красота! Это у нас эти... Курага, да. Ну вы посмотрите, какая она сочная, красивая. А что так мало? Красивую курагу? Ну, две, ну, не было 250. больше упаковок, ты я типа взял две по две 200. маленьких. А, вот Сашка взял 2 по 250. Ну, неплохо. Такая здоровая посылка номер 1. Посылка номер 2. Далеко не ушли. Значит, тут у нас, не знаю, у нас еще закончилось все орехи, все сухофрукты, и вот решили заказать. Но это вы сами знаете, это очень вкусно. Это не для полезности, это просто для кайфов.
когда сидишь, смотришь новый сезон «Житься на кредите». Мы ждем, пока выйдут все серии. Как раз выйдут все серии, и будут в Польше большие выходные. И вот мы будем тут поджирюнькивать. Засядем. Так, дальше что? А, все? Нет. А, нет. Но это, ребята... Не знаю, мы такие не пробовали. Это, ребята, то, что мы обожаем. Мы уже показывали в одном из видео, что мы покупаем манго засушенный. Мы фанатики. Мы их съедаем очень быстро. Так, посмотри мне в глаза. Кто гавкает? Вредина. Кто разбросал игрушки? Иди собирай. Короче, мы это любим. Вот. Думаю, что это очень вкусно. Это такая посылка тоже хорошая. А что тут? Вот я забыла почему-то. Хотя, Твое. наверное, знала. Мое? А я что-то просила. Да, я что-то просила. Я, честно говоря, последнее время стала пить... почти всегда я пью в пакетиках. Ну да, Саша там, конечно, заваривает чай, отдельный чайничек. Но вот это надо время и желание. Ну, заказать с Тайваня. Да, это вот Саша любит заказать с Тайваня. Вот Ну, либо представляете? английский, черный. Угу. Но тайваньский мне больше нравится, конечно. Ну, у Саши вот даже тот покупатель, который купил тогда его чай, вот он, представляете, выставил этот чай где-то на OLX, не знаю. На Allegro. На Allegro выставил. Он долго, этот чай был, наверное, там, может, полгода. Ну и какой-то человек написал: мне нравится этот чай, могу у тебя купить. Купил у него этот чай, выгодно было по деньгам даже. Сашка продал. Ну, в Польше такие чаи не минимум в 2-3 раза дороже стоят. И получается, через какое-то время он опять связался с Сашей, хотя я уже думала, ну все. И просто там очень сложно, я так понимаю, заказывать этого Тайваня. Да. Это же не каждый еще знает, как там, что там. Но Саша из этого Тайваня уже заказ, мы еще в Беларуси жили. Ну, в Беларусь было сложнее заказать. Да. А сюда я уже эти. так, уже уверенно заказывал почти. Да. Ну, короче, это еще не какой-то там, как я поняла, популярный магазин. В очень узких кругах. Ну, там заказывают из-за границы, но даже сам вот этот, хозяин, фермер, я видел, он писал, как у него на сайте, блога, и он написал, что горжусь, что несколько дней подряд заказывают из-за границы чай. То есть это редкость в целом. Он сам это все делает, сам на почту заносит. И чай, выигрывает всякие конкурсы. А в Тайване, извините, уровень чая, ого. Ого! И цена выходит в 2-3 раза дешевле, чем покупать в чайных магазинах. И не факт, что там такого же качества чай. Ну да. Это если дорого. это выигрывает конечно, конкурсы дорого. И так далее, то это... И тем более он один сам это все делает. Это его такой... Понятно, что вряд ли он сам собирает. Его свое дело. Он как именно уже хозяин этой фермы, производитель чая. И вот представляете, как я обесцениваю тайваньский чай с конкурсами Big Active. Я люблю. Не, лучше Big Active, чем Липтон. Не, Липтон хуже. Какой-то я пила до этого, как его там называлось? Дилма. Блин, забыла название. У меня еще просто воспоминания с детства. Вот эти вот Дилмах с карамелькой. Мне казалось, боже, это самый вкусный чай. Тогда был такие дефициты, что реально мне казалось, это самый вкусный чай в мире. Сейчас я его напилась и поняла, что для больших кружек, а я пью из больших кружек чай, он все-таки ощущается как просто кипяток, без вкуса. А вот Big Active получше, там, наверное, больше чая в пакетиках или что. Я подсела на него теперь. Тут 3 вкуса. Я много заказываю чай, потому что я пью чай очень часто. По 2, 3, 4 в день. Плюс я беру на работу с собой. На работе вообще невкусный Липтон. Там есть кофемашина, но я не пью тут кофе. Там нету... там просто кофе, но там не взбивается. Еще тоже от зерна зависит. Да. Не будем углубляться, потому что сейчас кофе тоже в 2 раза подорожал за год. Так что чай выгоднее, наверное. Хотя пакет, там где-то 150 грамм этого тайваньского чая может стоить выше 100 злотых уж точно. Но. А в польских магазинах может стоить 50 грамм 150 злотых. Поэтому вкусные напитки качественные стоят дорого. А что делать?
Если люди любят, будут покупать. У меня здесь 3 вида. Да? Да. 3 вида. Вот этот для меня сейчас самый вкусный. Ежина с маракуйей. Вообще, я его пью, не могу напиться. Вот этот неплохой. Эрл Грей всегда топ. Ну, это такой летний вкус. Просто пусть Этот будет. один. Этот Эти один, потому два, что этих мне 5. не супер зашел. Ну, он как бы вкусный, но вот этот вкус для меня сейчас номер 1. Короче, я не знаю, почему люди не заказывают все с Allegro, потому что это выгодно. Во-вторых, быстро всегда приходит посылкой. Можно много вот таких заказать. Даже стало интересно, вы что-то такое нестандартное, необычное заказываете? Ну, самое нестандартное, что мы заказывали, не знаю. Еда. Ну и техника, ресторан. еда. Да. Не, подожди. Там можно даже, по-моему, какого-то леща типа с Allegro заказать. Да, там Икру кость мы заказывали. да. Помнишь? Знаете, что мы заказывали? Кости воловые. Да, воловые кости с вот этим мозгом внутри. Мы заказывали, представляете, пришло вообще так хорошо упаковано, все файно, элегантно. Там, Можно сыры вот эти можно, да. горные. Да, можно и сыры мы заказывали горные. Вообще все, что хочешь на этом Allegro есть. Да, я видела, там даже можно копченую и курицу, и рыбу, я не знаю, там и икру, ну все, что хочешь из продуктов, мне кажется. Там. Мы даже, честно говоря, видели там белорусский квас. Но он уже появился более-менее в магазинах. Но он как бы все на польском, и как бы производитель, я не помню, что там написано. А ты посмотрел, в холодильнике есть. Кто из Беларуси тут никогда в жизни не перепутает вот этот лидский квас? Сашка, тут как бы славянский. Написано, что он славянский. Ну, точно в Ашане, и мы в Кафланде видели. И Кафланде видели. И вот, как бы, не говорят, кто производитель, но мы-то с вами все знаем. Ну, я не знаю, вот... вкус сходится. Если из поляков никто не пробовал, мы советуем попробовать, потому что это вкус... Это не под пиво. Это не под пиво, да. Под пиво мы тоже пробовали, но это не похоже, не совсем. А вот это прям классический белорусский напиток, классный. Вот мы даже... вспомнилось. Я не знаю, у тебя, наверное, не та идея, что у меня вспомнилось. Что на Ютубе смотрели поляка, который поехал в Беларусь и кайфовал от кваса. Каждый день его пил. Как его канал? Як-то далеко. Як-то далеко, но... Мы вообще, все его ролики, где он был в Беларуси, там даже в России он был, мы его посмотрели. И он вообще на этот квас просто влюбился, он постоянно его пил, потому что он реально вкусный. Если не смотрели, то... Сырки тоже не понравилось. Но у него там столько просмотров, я думаю, что все белорусы и поляки, они точно посмотрели. И сырки белорусские. Как его захейтили, что он хвалил. Белорусский квас? Вообще, что в Беларуси чисто, люди хорошие, цены по сравнению с польскими. Его за это захейтили. Поехал там. В Польше больше зарплаты. Как бы. Аренда дороже. Это уже такая тема отсосанная. Да. Просто все любят похейтить кого-то. Тем более, когда он уже такой популярный, у него там просмотров на каждом ролике по 250, по 300 тысяч. Понятно, что за что надо прицепиться. Но в целом, мы же соседи. Да? Мы же соседи. У нас уже здесь на полке полный Jingle Bells. Такие олени. Мы не сильно украшаем. Мы не то, что не сильно, мы вообще не украшаем. Я просто огонечки нашла, решила на полку так положить их. Мне нравится. Мне нравится наша полка, потому что вот здесь чупсик. Посмотрите, такой же кучерявый. Мы нашли такую рамку в экшене. Я очень пожалела, что нет такого цвета, как сам чупсик. Но я когда увидела вот эти кучеряшки, то, что она такая в мягком обрамлении, сразу мы поняли с Сашкой, это нам надо. И чупсика сюда вставили. Красота. Ну что, ребята, распаковка. Распаковочка. Я не знаю, насмотрелась этих роликов в Инстаграме, где там делают вот эту распаковку мужчина и женщина. И они вот поют распаковка, распаковочка. Я же хожу весь вечер пою. Короче, Сашка, начинай, расскажи, в чем мы включились? Во-первых, распаковка хлама сначала, вот этого.
который отслужил почти 6 лет, но сдох внезапно. Ну, посмотри, может, ты поремонтируешь, нет? Ему же все надо понюхать. Чупсику. Понюхали. Молодец. Молодец, собачонок. Ой, привет скажи, привет. У меня нет микрофона, скажи, ну привет. Ну, расскажи, Саша. Ну что, просто внезапно сломался в один из дней. Выключился и не включался. Там, насколько я мог что-то продиагностировать, я продиагностировал, что проблема в плате. Ну, не в питании, не в входном этом, как он там, гнездо, типа. Ну, везде. Короче, да, повез к мастеру, потому что, ну, на плате я там уже, знаете, тоже особо ничего не могу поделать, это уже микросхемы, элементы эти. И в итоге, ну, 2 недели пришлось ждать, пришлось там напоминать о себе и, ну, не спасти этого трупа уже. Поэтому все, как только стало известно, что все, конец, я стал искать замену, потому что, ну, жить только с одним рабочим ноутбуком, ну, не очень удобно. Он психанул. Ну и поиски закончились в аутлете. Вот. Ну, я изначально думал, что, ну, лучше всего что-то брать из аутлета. Потому Скорее что, всего, во-первых, у нас компьютер, твой экран, точнее, ну, да. большой из аутлета. А еще давай расскажем прикол, что у нас сел Сашин вот компьютер, сломался, точнее, Сашин компьютер в тот момент, когда он монтировал видео, помнишь? Ну, да. Или заливал видео. Да, да. Заливал видео, он просто сдох. И проект там остался Посмотрите. какой полуготовый. Мы, кстати, всегда советуем аутлеты. В первую очередь, если вам нужна техника, в Польше такой выбор аутлетов, их так большое разнообразие, почти в каждом большом магазине есть свой аутлет. Магазин техники, вещей и так далее. Тем более сейчас перед праздниками, Сашулька, скажи. Ну, аутлеты, они как бы не связаны. Ну подожди, но аутлеты техники же много. Ну, много. Ну, как и первую... А что такое? Документация. А, Не, ну этот ноутбук, это, извините, он правда, уже там 4-летний, но это конкурент макбуков. Да я быстренько еще договорю, а то я тогда не договорила. И в первую очередь, если вам нужна техника, ну понятно, если это не Apple, потому что Apple вряд ли будет, наверное, в аутлете. Бывает. Бывает? Ну, в общем-то, смотрите аутлеты, а потом уже, если вам не понравится, ищите в обычных магазинах. Ну что? Ну что? Ну, это... Облапали уже? Да, он адекватно воспринимает вроде. Блин, он такой железный, Ну. холодный, Он какой-то из тяжелый. магниевого сплава, по-моему. А-а-а. Это Acer Concept D. Такой для дизайнеров, для видеографов, как мы. То, что мы. Но Хотела там и открыть. процессор, и видеокарта, экран вообще офигенный. Короче, ну, учитывая, что ему там 4 года, он до сих пор не хуже многих такого среднего уровня ноутбуков. При этом, ну, качество исполнения не сравнить с теми конкурентами за те же деньги. Он обошелся в 2500. Ну, Нет долларов. это Злотых. такие ноутбуки, то есть ноутбуки за 2500, ну, на них я не знаю, во что Да, можно да. поиграть. Офигенский. Он такой тяжеленный, капец. А вот это что? Возможно, отпечаток пальца Ага. как-то. Такие отпечатки остаются. Ну, это он холодный. Ну, в общем-то, видно, что он не новый, потому что нету пленки. Ну, в смысле, не, он новый, он просто в аутлете послевозвратный, был. скорее Ну. всего. Его даже... Ну, на нем нет следов использования. Скорее всего, его включили и отдали вернуть. спустя там, пару Но дней. он не был сломан, ничего. А знаешь, что происходит? Ну, то есть Так соскучился. абсолютно никаких следов. На блоке питания тоже. Короче, будет работать, будь здоров. Что самое Как бы, главное ну, знать? Суть была в чем? Как бы я вообще надеялся, что мой вот этот красный игровой дотянет еще 2 года, когда мой рабочий ноутбук станет моим, потому что я поучаствовал там в его покупке, и у нас на работе есть программа, где ты, ну, есть бюджет, если ты не укладываешься, ты доплачиваешь, и спустя 3 года ноутбук переходит в твое пользование.
И вот уже чуть больше года прошло, я думал, что 3 года дотерплю, а там уже... Ну, я себе и выбрал такой, чтобы на нем и монтировать, и программировать, и поиграть, и чтобы, ну, чтобы он все тянул хорошо. Спустя 3 года. Мгм. Поэтому он стоил там под 8 тысяч, по-моему. Ну да, он был Ну, он дорогущий. классный. Мгм. Как бы Lenovo такой, ну, он компактный, но офигенный. Этот во время выхода стоил еще больше. Больше $2000 точно. Офигеть. А сейчас в аутлете за 2500 злотых. Даже продавец удивился, что Сашка Тут- схватил за такую цену. Ну, Вот процессор староват, но зато он очень мощный. Там много ядер, потоков. А мне как раз как бы мои задачи и, Можно? и наши. Или он не будет работать? Не будет. Чего нет? Не будет. Не будет. А что он так? Батареи, наверное, нет, надо... Ну да, надо зарядить. подключать тогда. Он же, может, несколько лет лежал. Ну да. Непонятно. Надеюсь, он включается. Это мы Не, так ну его пусть он еще нахваливаем. прогреется до комнатной температуры. Он вентилятор видно. Провер. Сашка не разрешает компьютер держать на ногах, на пледе, потому что говорит, что там что-то там Ну, забивается. чистить мне потом его. Кому ее? А, тут даже, кстати, отвертка специальная нужна. А есть? У тебя, наверное, Ну, есть. посмотрим. Не, ну классно, он такой тяжеленный, он как бы- железный такой. Тут правильная цветопередача, там какой-то 3К экран. Это ну, Интересно. для контент-креаторов, для Это дизайнеров. для нас, контент-креатор. Поэтому, ну, если он полностью, как будто так есть, он полностью новый, просто пролежавший пару лет, это вообще А это хорошо, что он лежал. для перелка, техники. как говорится. Переведи нам. Жемчужина. Жемчужина. Ну, за 2500. Я советовался с ИИ, подбирал варианты. Ну, я думал какой-то игровой взять, потому что, ну, как бы цели — это монтаж, потому нужна видеокарта. Это, ну, мои там программистские дела, это нужен процессор многоядерный. Плюс игры какие-то, ну, не супер современные, обычные я играю, но все равно для каких-то, типа, Football Manager нужен процессор, для каких-то видеокарты. Ну и, короче, а тут комбинация, плюс классный экран, хотя у нас второй монитор. Ну, плюс за такие деньги он, я думаю, и для перепродажи не сильно потерять в цене, но он такой нишевый очень, Мгм. поэтому не знаю. Ну, мы все равно, пока его перепродавать У не нас есть 2 собираемся, нам- недели на возврат, Да. поэтому если с ним Смотрим. что-то не так... Если что-то не так, мы Но он его новый. просто вернем и купим новый. Ладно, давай дальше. Это мы Дальше. застряли. А, это я взял кейс такой, Мгм. чтобы вставить старый свой жесткий диск. Потому что мы Как не успели внешне ничего использовать. вынести оттуда. Ну, он вставляется сюда. Что-то есть. Ну и получается сюда вставляется ноутбучного формата жесткий диск, подключается кабелем и используется как внешний накопитель. Ну, как раз перенести все файлы можно будет. Короче, кто понял, тот понял. Оля ничего не Поехали понял. дальше, по-быстрому. Давай. Это мы потом еще заехали себе. Занятия на праздники купили. Ну, короче, вы понимали, мы сегодня, чтобы вы понимали, что мы сегодня делали, мы поехали за старым ноутбуком, вот за этим, потому что мы 2 недели его ждали у ремонтера этого. Ой, с ним сложно было связываться. Он очень хорошие, у него отзывы в Гугле. Мы думали тоже, что у него там отповедялись и так далее. Ну, Он с нами молодой. не связывался, мы сами до него дозванивались, пытались 2 дня забрать этот ноутбук. Он нам постоянно говорил... То в 8 вечера, 8 потом вечера. в 10, потом он... Ну, только он часу сказал, ночи забрать. ну, в 8 он сказал, не может, уже где-то задерживается. Он сказал, ну, где-то около 10 я позвоню. Мгм. Позвонил в 11:30 и сказал, что будет через минут 40 только Да. дома. И в итоге потом сказал, заберете в понедельник, я скину адрес. Адреса не скинул до 12 часов дня. Пришлось опять ему звонить. Он такой, ой-ой-ой, точно, скидываем адрес. Приезжаем, а там бабушка, дедушка. Очень миленькие вообще, классные. И как мы увидели его бабушку, дедушку, мы сразу все растаяли, думаю, ладно, бизнесмен, бабушкин, дедушкин, не будем на него долго злиться. Вот, потом поехали, это перед этим мы забрали свой ноутбук и поехали, у нас тут есть такой недалеко от нас, ну не торговый центр, там открытый Ну, как торговый торговая центр. площадка, Да, где такой. все магазины. И там и основные. Action, и Pepco, и вот мы приехали в Actions.
Уже пометили. Уже пометили. Чупик сейчас еще лизнет там. Вот посмотрите, он везде. Все ему интересно знать. И, короче, мы с Сашкой, чтобы скоротать долгие вечерочки... Можешь подышать сюда. Все, Лё. Посмотрите на эту бусинку. Не понравилось. Чтобы коротать вечерочки, мы решили вот такие часы купить. Ну, это, скорее всего, Это на DIY? час-два. Ну. Не знаю, сколько оно займет. Но если нам понравится, там есть и другие дальше картины, посложнее. Ну, плюс Тут из это дерева. часы полноценные. Вставляешь батарейку и Можешь должно работать. Открыть хоть, посмотреть. Что это такое? Как его собирать? Нам нравится, Саше... ну, или больше мне. Но Саше тоже нравится. Конструкторы Мне рисование собирать. меньше, а конструкторы больше. Но мы классно собирали лего, там вот это вот все. Нам Сашка нравится. Мне вот интересно, там прям есть механизм, часы. Ну, какой-то базовый. Потому что я не особо верю в это. Наверное, самый металлический, может, какой-то есть. А это именно сова деревянная. А, есть инструкция. Ой, Вот тут, инструкция. может, Посмотрите, какая есть, вот она. прикольная. Механизм. Чипсик надо понюхать. На, понюхай. Она, конечно, сделана так... механизм так... Ну, это как игрушечные часы. Да. А, мне просто даже было... А, их вешают точно. Нет? А, или это вообще что-то? Я боялась, что их только вешать можно. Ладно, какая-то хрень. Ну, Инструкция. деталей довольно мало, конечно. Ну, это может даже меньше, чем на Начального час. уровня Ну. такое. Ну ладно, интересно. Мне вот нравится на эту полку всякое ставить. Вот там вон есть вазон, без всего у меня цветок пропал. Я хотела бы туда все поставить. Мне нравятся эти полки, я их постоянно чем-то украшаю, когда у меня есть настроение. Еще мы заехали, купили 7 килограмм мандарин. Не знаю, потому что нам очень сильно понравилось есть мандарины. Мы их едим очень много. Потом мы едим бублини. Осталось немножко. Это, кстати, украинские бублики. Очень вкусные, потрясающие. Это наши таблетки. Ну, в общем, чтобы вы знали, 7 килограмм мандарин. Потом мы купили, ну, это на днях, такую огромную чугунную, такую сковородку. Тоже купили в Экшене. Кстати, была акция. Я уже на ней пожарила яичницу. Я офигела, как круто. Ничего не пригорает. Я мечтала об этой сковородке красного цвета. Но есть... Это отповедник. А есть оригинал. Оригинал стоит 300 злотых. Там, может, даже больше. Я решила попробовать с отповедника, а там забочено. Ну, как бы чугун тоже ж не для всех удобен. Да. Если будет. Потом Сашка себе... Ну, это же праздники. Мы себе на праздник набрали всяких интересных штук, что давным-давно хотели. Это Сашка должен рассказать про свой чайничек. Он Ну, давно его типа хотел. для китайского чая самый удобный вариант, и я в восторге. Потому что вот это, ну, это может быть красивее, но неудобно, капец, для меня. Я Для хотела вот какого-то это. чая может Да. быть, но не для моего. Сашке он не очень понравился. Но мне вот этот очень хотелось, но в итоге он, честно, средний, ниже среднего. Потом Сашка купил себе для тайваньского чая. Смотрите, очень интересный механизм на самом-то деле. Подержи. Получается, вы сюда добавляете чай, желательно хороший, не мелкодисперсный, И воды. и воды добавляете. Потом настоялся чай. Ну, в смысле, вода настоялась в чае, влить как Можно, чай. конечно, показать по-быстрому. Ну, можно. И потом, сейчас, Ну, потому что так объясню. нажимаете на кнопочку, и чай сливается вообще идеально. То есть он там может настояться столько, сколько нужно. Просто такой вот китайского стиля чая, он заваривается проливами потом по секунд 30, и можно там 5-6 сделать, и, ну, и тут как раз вполне достаточно будет. Потом это уже, я не знала, что подарить Сашульке. Я говорю, что тебе подарить? Ну, короче, это сложная тема. И в итоге он выбрал себе такой термос. Ну, просто мне тоже хотелось какой-то подарочек, знаете, типа от себя лично. Но в итоге он все равно его сам выбрал, сам заказал. Такие у нас подарки. Можно сказать, опять сам себе сделал. Он постоянно пьет кофе, он пьет чай. Ну, и чай, и кофе. И кофе. Можно пить. Да, и вот он себе на рабочий стол ставит, и тут, как видите, тут сохранение температуры. И вот тут вот сейчас 58 градусов
внутри. Это как бы не главное, Чайничка. это прикольная фишка, но у меня в дизайн больше сам по себе Дизайн вообще понравился. Потому классный. что они часто некрасивые, эти термосы. Да. А так он ставит на стол рабочий, и всегда у него в термосе теплый кофе. Ну и видно температуру. И эта температура вообще надо, не надо, просто прикольно. Сядет батарейка и сядет, Да. не обязательно. Ну и на этом все вроде показали. Да. Важного важно. такого. Ну и сушим мясо. 4 куска, там еще на другой батарее. Это все тоже праздник. Всем привет от Сергея, от Саши и от меня. Мы сегодня в этом заведении решили отметить праздники. Праздники у нас много впереди, мы решили их отметить бургерами. Купили чаи. Такой у Сергея бургер смачный, нереальный. Потом мы взяли фритки, 300 грамм тут на троих взяли. И взяли вот такие бургеры, не знаю, они офигенские. Смачного. Всем праздничный холодный привет. Привет. Хотя сегодня еще не так морозно. Всего-то -3, наверное. Ага, а было -5, -9, наверное. -10. Приехали. Мы решили выгулять собаку чуть-чуть. Вон она там. А то 2 дня дома. Он уже нас просил, пошлите погуляем куда-нибудь, я уже не могу, мне скучно. Он сейчас в листьях, мячик где-то делал. Опять потерял мячик. Не стыдно? Не стыдно? Вредина. О, мы уже чуть-чуть... мы не брали чай, но замерзли. Ну ладно, ничего страшного. Мы тут одни, потому что Мячик сейчас 26 декабря. Мячик, кстати, будет проблемно найти. Был где-то вроде здесь. Мы никуда не ездили. Тут классное место. Нам до него ехать минут 13, но оно самое адекватное из собачьих площадок. Мы были на каких-то еще 2 других, и там не так прикольно. Не, на этой площадке самый топ. Мы уже Тут как-то все раз показывали. препятствия уже знаем. Да. Чупик молодец, Чупик И хороший. тут еще есть собак. классно. Есть даже площадка для мини-гольфа, но она работает только с мая по сентябрь. И мы как-то раньше упускали этот момент, и вот хотим следующим летом. Чё, 2 штучки хватит? До Где этого мяч? тоже было много. Где мяч ищи? Что мы делаем на эти праздники? Да нифига, мы просто тусим дома, нам так кайфово. Мы отдыхали, мы вчера, например, вообще ничего не делали. Мы смотрели... мы приготовили салат оливье, это единственное. Все равно там созванивали с родственниками, там кого-то поздравляли, кого-то просто не поздравляли. Я общались. делал свои дела с настройкой ноутбука. Все пока идет классно. Я сделал все апгрейды, обновил Windows, поставил все диски. Короче, все круто. А не ты бойтесь что там еще аутлета. крутил, вертел? Мне пришлось его разбирать, всю материнскую плату снимать, чтобы поставить новый SSD. Неудобно сделано, ну ладно. В общем-то, так что, как Саша сказал, не бойтесь. А можно в аутлете покупать ноутбуки, технику. Да, у нас половина техники, наверное, из аутлетов. И что? Обычно просто может быть коробка Там скрыта. просто коробка обычно вскрыта. Но с этим компьютером он все-таки, ты сказал, что... Вроде он после ремонта. После ремонта, да. Работает все четко. Да. Там он работал меньше недели за все время. Что происходит? Кайфуй происходит. Посмотрите. Господи, как он эти палочки любит. Вот еще по поводу Чупсика. Едем ему снимать 30-го камень и осад на зубах. Пытаться хотя бы попробовать. Нашли женщину, точнее нам посоветовали женщину, которая такой специальной щеткой, она как называется, щетка, как-то там что-то такое называется. У нее какое-то специальное название. И она как бы, я так понимаю, она тоже ультразвуковая. Я не знаю как, но она как-то не обязательно собаку вводить в наркоз, чтобы почистить эти зубы. Эти грязные. Хоть мы ему и чистим каждый день. Господи, сколько у нас щеток, я не знаю. У нас и щетки, и напалочники, и палчики, и резинки, и для детей, и для взрослых, и что только нету. Осталось и только марлечка у нас электрическую. была. Да. Все было для него, но мы просто в свое время упустили зубы. Сейчас мы поддерживаем в том состоянии его зубы до того, как мы начали чистить. Мы поздно подхватились. Мы стали ему чистить уже тогда, когда у него уже был и налет, и камень, и всякое такое.
Поэтому сейчас мы просто вот поддерживаем, чтобы не было хуже. Решили, что надо вычистить его зубы, да? Вот, поэтому поведем. Не знаю, удастся нам это или нет. Но, по крайней мере, надо попробовать, да? Ну, К этой женщине. Если удастся, кто из Лоди, мы обязательно посоветуем. Потому что вот эти вот организмики, знаете, их вводить в сонное состояние, вот этот наркоз, мне кажется, это не очень такая полезная тема для них. Они такие маленькие, вот он весит 7 там, килограмм, ну даже до 7, наверное, он весит. Ну, вряд ли Но. уже 7. Ну. До 7 килограмм, ну будет там 6500, там 6300. Ну куда там, ребят, жалко будет, плюс отходняк вот этот. Ну, хочется хотя бы попробовать. Если уже не попробуем, что он делает? Что ты делаешь? У него что-то застряло? Да? Похоже. Или что? Застряла? Застряло. Наверное. Ну все, ребята, Ладно, наигрались. освобождаем. Грязный. Пират. И мячики ищем. И мячики ищем. Не застрял уже, выплюнул. Вот такая офигенская площадочка, конечно. Тут вообще топ of the топ. Ну, для всех есть развлечения. Да. Не только для собак. Не только для Идем, собак. собак. Тут мне нравится, очень нравится вот эти прохождения. Вот эти вот деревянные, Сашка, впереди. No. Я как-то проходила, чуть ногу не свернула. Ну, тут есть еще для питанка, типа. Это для питанга. Но надо брать... как ну, это, шары фигурки, сами. шары. О, смотрите, вон собака идет тоже. Большая. Ну, тут, я думала, никого не будет, но периодически кто-то приходит. Но мы... Как бы не мы. Мы пускаем Чупика гулять со всеми практически собаками, но больших собак он сам боится. Он прячется, поэтому мы стараемся не водить. Если на площадке есть, если на той площадке есть большая собака, вот как сейчас вот они ведут, то мы стараемся подождать, пока они выйдут, а потом Чупсика. Потому что мы точно знаем, мы уже пробовали. Вот даже сейчас была такая овчарка. Она хоть подросток была овчарка, но он все равно убегал от нее. Даже игнорировал, делал вид, что я тебя не вижу, я тебя не хочу играть. Я тебя боюсь. Поэтому стараемся не это... Ну, не знаю, как-то не водить его в такие места. Хотя с маленькими он любит дружить, играть во дворе там. Всегда поприветствовать собак. Видите, какая классная площадка. Офигенская просто. Тебе нравится? Да. Мне нравятся там качели. Здесь такая колонка есть для воды. Собака может попить. И человек даже может попить. Тоже удобно. И вот эти качели вообще... Если у нас будет когда-нибудь дом, Сашулька, двор свой. Потому что, понятно, в квартире их не поставишь. Но если двор, я бы хотела вот такие какие-то качели, они офигенские. Мы сегодня с Чупсиком катались. Ага. А там кто-то тренируется, я думаю, парковку или что-то. Бутылки расставили. Собираемся ехать домой, и так захотелось рассказать еще историю, как мы копим деньги, как мы их приумножаем, стараемся. Потому что до этого получается, мы покупали облигации польские, но довольно быстро, через пару месяцев, мне прикрыли доступ в ПКО из-за гражданства, места рождения, вот эта вот вся фигня. И потом я, получается, оформил еще в Пикао счет. И в итоге у меня сейчас уже в 4 банках есть счета. Ну, я говорю, Саш, не запутайся. Ну, я слежу. Там, конечно, везде свои условия. Где-то надо 5 операций, где-то какие-то вплывы на конто минимальные. Но в целом, как бы, там проценты лучше, чем по облигациям. И вот мы крутимся. Вертики. И многие поляки тоже там раз в пару месяцев перекидывают вклады между банками. И так можно там больше 5% годовых иметь. А недавно еще я пытался еще больше поиметь с банков и открыть кредитку. Потому что там можно собирать мили, бонусы всякие. И если ты рациональный пользователь кредитки, то ты только в плюсе. Ты все вовремя возвращаешь, а тебе кэшбэки, бонусы. И там даже просто за открытие и пользование даются там пару сотен злотых бонусом. Но без гражданства кредитку очень сложно получить. Во многих банках тупо изначальный отказ. Но
С гражданством, я думаю, мы еще... Прорвет эту бизнес-индустрию, банковскую Банки индустрию. в черные списки добавлять. Это точно. Банки тебя заблокируют, думаешь? За то, что Ну, ты... нет, это же все легально, официально. Просто Не, сами ну- поляки пользуются, если не Мгм. лень. Я знаю, что вот такая история есть в Америке. Вот они там любят с Ну, там этими еще кредитными кредитный рейтинг. картами, да. Просто в Польше его нет. Тут Мгм. есть такая тема, что если лучше не иметь вообще кредитов, чем иметь плохую историю. Поэтому М. даже перед ипотекой говорят, что если есть кредитка, лучше ее закрыть. Потому что даже пару тысяч, они Мгм. все равно будут учитываться. Даже если ты никогда не просрочил ее, она будет учитываться как уже Мгм. обязательство. И будет кредитоспособность меньше. Короче, надо набирать кредитов перед ипотекой. Да? Нет, Наоборот? наоборот. Значит, наоборот. Ладно. Значит, хорошо, что нам не дали кредитную карточку. Не, перед ну, ипотекой. во-первых, польза, ну, там, с нее можно заработать. М. Во-вторых, если брать машину в аренду, обычно берут с кредиткой, чтобы не давать Мгм. залог большую Ну сумму. вот нам для этого, в принципе, и нужно было. Мы Но хотели на арендовать... будущее. В будущем мы думали, Еще, мы может, поедем... откроем. Мы хотим поехать там по Европе покататься, ну не на своей машине, а планировали, Чтобы все было застраховано. да, всё взять всё, машину. Потому что свою как-то жалко, да, бензин, это пару полить, тысяч. мили вот эти, километры точнее. Мгм. Километры нафигачивать на Ну, своей машине, ну жалко. По Польше мы за год М. там 6-7 тысяч проезжаем, Ну да. а за одну такую поездку можно Поэтому очень много. подумали, может взять, типа Ну. в Польше взять машину в аренду и уехать. Ну, куда-то там. Ну, по Германии. Да. Германия, Франция, нам вот это было интересно. И выяснилось, что без кредитки, без Ну, просто кредитной без карты не кредитки дадут. нужно давать залог несколько тысяч евро. Ну, это мы точно... Зачем Да. их замораживать, если на Мгм. кредитке они и так доступны? Типа. Мгм. Вот. Ну, и вообще в Саша целом сказал, что не откроет. попробовать начинать с каких-то мелких сумм там, на кредитке, Мгм. как это работает. Ну, пока не судьба. В каких-то других банках можно, но пока нам не срочно, я Мгм. забил. Просто там были бонусы за открытие. М. Можно было там, злотых 500 просто за то, что ты пользуешься этим всем. Плюс Классно. кэшбэки. Да. Но Сашка вообще в плане вот этих кэшбэков, собирания там денег, не знаю, ну, он просто лучше для меня в этом плане. Потому что мы даже просто ходим в магазин, он все равно продуктовый, он все равно найдет какой-то кэшбэк, какое-то приложение, которое вернет там копеечку за какую-то позицию в магазине, он все равно вот что-то где-то, Ашчанзане, вот это у тебя нюх на вот это. На Ашчанзане. Ты умеешь. Еще была фишка в Лидле, сделали типа итоги года в приложении. Ну и там разные давали титулы, и у меня был ловец купонов. Даже Хотя, тебе приложение раскусили. Ну, мы в Лидле уже перестали так Да. закупаться, конечно. Ну да. Сашка, конечно, вот у него реально нюх на вот эти вот всякие фишечки. Вот он любит вот это искать. Посмотрите, сколько машин ездил. Вот он любит вот это вот все искать, находить. Оля, смотри, я знаю, как мы сейчас ходим в магазин и при этом сэкономим там какую-то сумму денег. Я такая, ну классно, давай попробуем. Последний раз мы в Кауфланде 40 злотых сэкономили. Да, представляете? Там, получается, мы потратили 250? Нет, 280? 200, там. 200. Там были короче, сложно сначала условия, но... потратить 300, чтобы получить ваучер на 40, который работает от 200. Ну, и это получается, сложная мы схема. 2 недели закупались, и вот те 300 злотых набрали. И потом еще на 200 закупились, получили скидку. Еще забыли рассказать, что мы ж в Самсунге выиграли так наушники. Только они еще придут в течение там 30 рабочих где-то дней. в феврале, может в марте. еще ждем потом. Но пришло сообщение, что выиграли. Так что вот такие дела. Мы уже будем закругляться. Желаем таких же классных подарков, неожиданных или ожидаемых. Угу. Мы, конечно, скорее всего, хотели бы уехать куда-нибудь, особенно когда у тебя нету карты побыта, это желание еще увеличивается в 15 тысяч раз. Мы поймали грустинку, что мы никуда не можем свалить куда-то в теплую страну. Ну, ничего страшного. Получим карту побыта и куда-нибудь уедем. Хотим пожелать вам хороших праздников, не унывать, как мы, не расстраиваться, потому что мы поймали грустинку.
Нет, я поймал чуть-чуть, что мы не можем поехать. Ну, Ну, что ты так в не Испанию можешь. захотел. Ну, а ты можешь? Без меня ты все же не можешь. Вот вредина, а? Весь в чупсика. Чупсик такой же вредина. Ну и, в общем-то, спасибо большое, что были с нами. Мы желаем вам классно провести эти праздники. Всего вам самого хорошего. Счастья в личной жизни. Не болейте. Больше путешествуйте, если есть возможность. Если даже Кайфуйте. нету возможности, все равно найдите эту возможность, чтобы путешествовать. В путешествии всегда развивается кругозор, ты отдыхаешь. Так как никогда ты не отдохнешь дома. Ну и добавлю еще, что желаем финансовой грамотности, исполнения всех желаний и потребностей. Да. Спасибо, что посмотрели это видео. И пока-пока. Пока.